Друзья, всем огромный привет! В этом выпуске я хочу рассказать, как я впервые посетил Монголию. О стране с плотностью населения всего 2 человека на квадратный километр и в то же время входящей в двадцатку самых крупных по площади стран. Логистика туда сейчас достаточно сложная, и мне из Самары пришлось сделать 2 пересадки. Сначала я прилетел в Москву, авиакомпании S7, и этой же авиакомпанией я отправился в Улан-Удэ. Перелет из Москвы составил 6 часов. При перелете мне повезло, рядом со мной не сидели пассажиры, и соответственно все 3 кресла были в моем распоряжении. Улетал я из ночи, а прилетел я уже в утренний Улан-Удэ. Самолет развернулся на посадку прямо над городом и благополучно приземлился в аэропорту Байкал. Ну что ж, предстоит поездка, долгий путь, но завершающий этап, еще час полета и Улан-Батор из Улан-Удэ. Так что сейчас идем. Но вот такой компактный красавец нас повезет в Улан-Батор. Это самолет марки АТР-72. Место мне досталось прямо рядом у турбовинтового двигателя, но это не помешало мне насладиться красивейшими пейзажами с высоты птичьего полета. Перелет немножко затянулся по той причине, что мы облетали грозу, а данный тип самолета летит под облаками и соответственно был риск попадания молний. Стандартный полет длится по времени около 50 минут. Наш длился 1:35. Был приятно удивлен, что авиакомпания Hunnu Air на таком коротком рейсе подает питание. Ну а тем временем мы уже подлетали к столице Монголии. В следующий вечер мне удалось погулять по центру города. Улан-Батор – город с 1,5-миллионным населением, и это официально. И получается, что по факту половина жителей страны живет в столице Монголии. Центральная площадь столицы Монголии
Площадь Сухэ-Батор названа в честь основателя современной монгольской государственности. Вечером здесь очень много людей, как и местных жителей, так и туристов. Отдельно хочу рассказать о пробках в Улан-Баторе. Признаюсь честно, таких адских пробок я не видел еще ни в одном городе, даже в Москве. Городу катастрофически не хватает метро. И только выехав за пределы города, можно ощутить скорость. Ну а наш путь лежит к главной достопримечательности Монголии. Конная статуя Чингисхана расположена в 54 километрах к юго-востоку от центра Улан-Батора. Высота статуи 40 метров без учета 10-метрового постамента. И она является самой высокой конной статуей в мире. Изваяние покрыто нержавеющей сталью весом 250 тонн. Ну а в двухэтажном постаменте размещаются художественная галерея и музей. Также можно купить различные сувениры. А на голове лошади располагается смотровая площадка. Туда мы с вами и поднимемся сейчас. Ну а в целом Монголия — это больше про природу. Посетить Монголию и не насладиться природной красотой можно считать за преступление. Местные мне рассказали, что в Монголию очень много приезжает туристов из Южной Кореи и Японии по той причине, что они просто-напросто хотят насладиться чистым воздухом и посмотреть на чистое звездное небо. Ведь самые крупные города Южной Кореи и Японии находятся в постоянном смоге. Природный ландшафт Монголии крайне разнообразен. Здесь можно найти самые разные виды ландшафтов и природные зоны. Страна по большей части расположена на плато, находящемся на высоте 1000-1500 метров над уровнем моря. Монголию называют страной синего неба, ведь солнечных дней здесь более 260 в году, поэтому сюда и приезжают туристы посмотреть на звездное небо. Насладившись природными ландшафтами, можно заехать в один из ресторанчиков и пообедать блюдами национальной кухни с красивейшими видами на горы. Видео получилось очень скоротечным, но я не мог не поделиться с вами теми кадрами, которые удалось отснять. И я надеюсь, что обязательно вернусь еще в эту интересную страну. Спасибо большое за просмотр, всем пока, до новых встреч.